Всем привет! Hard-use тестирование складного ножа Kel-Tec. Этот нож был куплен моим другом Ильей специально для этих тестов. Куплен он был не просто так, а основываясь на позиционировании и заявлениях самой фирмы Kel-Tec. Поэтому, если по какой-то причине этот нож не пройдет эти тесты, то возникнет очень много вопросов. Ну а более подробно о том, как пришла мысль купить именно этот нож и вот как к этому все пришло, я надеюсь, мы поговорим во второй части видео, где я буду делать некоторые выводы. Надеюсь, что этот нож доживет до того момента единым целым. Вначале, как всегда, проверяем паракорд. Этот нож имеет клинок 12,5 сантиметров, 4 мм в обухе, сталь D2 с закалкой до 58 единиц. Разминочный кабель. Геометрия здесь довольно топорная, но режет он без проблем. Сегодня у нас баночка с фруктовым коктейлем. Ну, я бы не назвал этот клинок каким-то очень резучим в данной работе. Все дается довольно тяжело, но здесь, как мы уже видели, главное, чтобы это прошло без последствий. На режущей кромочке, в принципе, без происшествий. Совсем без происшествий, я бы сказал. И, кстати, совсем забыл. Этот нож имеет еще две дополнительные функции в виде вот такой вот пилы на обухе и вот такого вот ударного навершия металлического, поэтому это, наверное, следует проверить еще до того, как мы начнем все тестировать. Вот пилой попытаемся распилить банку, например. Ага. Ну нормально, нормально банку пилит, деревяху. То есть это явно не для какого-то глубокого пиления, но чтобы что-то как-то прогрызть, ее вполне хватает. Кроме того, здесь есть дополнительный предохранитель для замка. Мы его сразу закрываем, так как если предохранитель есть, им нужно пользоваться. Вот если его нету, тогда возникает вопрос, если замок складывается. Ведь производитель говорит вам, не надо предохранителя, замок надежный. А здесь, если он есть, то фирма подразумевает, что вы им будете пользоваться. Ну, не знаю, вот этим вот можно очень сильно бить, ничего не боясь. То есть даже поставив этот нож, долбить молотком, вы видите,
Очень хорошая функция для такого вот военного ножа. Ну, теперь поставим предохранитель и вернемся к нашим тестам. Сейчас у нас на очереди алюминий. Очень неплохо он грызет этот алюминий. Клинок немножко испачкался, изрисовался, но с режущей кромкой все нормально. Теперь переходим к тестированию кончика и будем проковыривать здесь вот отверстие. Нет, стоп. Сейчас мы делаем тестирование замка. Предохранитель включен. Без предохранителя я не буду делать этих тестов, потому что это уже глупость. Пять ударов. На 5-м ударе он сложился. Он сложился, потому что выскочил предохранитель. Предохранитель вернулся на свое место. Вот, если я ставлю предохранитель сейчас и бью со всей силы, да, он, падла, возвращается. Здесь надо его как-то крепить, я даже не знаю. Но когда предохранитель на своем месте, конечно, никаких шансов сложить этот нож. Давайте еще побьем вот так вот. Опа. Можно видеть, что предохранитель выскочил дальше. Вот туда вот, дальше своего места куда-то. Очень странно здесь разошлась конструкция. Попытаюсь подкрутить осевой. Возможно, это поможет. Если конструкция разболталась. Опять же, это неприятный звоночек. Так, ставим предохранитель. Его теперь клинит. Что же это такое? Да, предохранитель стал вылазить как-то дальше, чем он был обычно. Ну, проверим. Да. О, рукоятка, пластиковая рукоятка лопнула вот здесь вот. Вот так вот, ребята. Вот вам и складной штык. Вот в чем беда. Ну, в таком случае, ну давайте, не знаю, подолбим кончиком, так уже ради интереса. Конечно, серьезные пробоины тут, конечно, без базара. Клинок работает хорошо, но, блин, эта конструкция. Это вот был 1 миллиметр.
На клинке вообще никаких повреждений. Блин, вообще кончик супер. Падла рукоятка. Нержавейка. Я кончику вообще насрать на это. Какой классный клинок. И какое тупое оформление. Зла не хватает прям. Я не знаю. Батонить я не буду, я просто разобью молоток об вот эту пилу. Как бы, если бы нож выдержал, я бы побатонил просто деревяхой. В данном случае я просто не вижу смысла. Лучше я вам просто сейчас расскажу. Сейчас я буду показывать этот нож в макро и расскажу вам историю, как этот нож появился и как он был куплен. Паракорд режет до сих пор. Не, клинок тут просто сумасшедший. D2, все отлично. Рукоять говно. Давайте рассмотрим этот нож в макро, и я расскажу о том, как пришла идея о покупке именно этого ножа. Несколько месяцев назад, когда у меня только появились мысли о том, чтобы начать серию тестирования с хардюзом, я так очень осторожно обдумывал все, какие тесты я хочу делать. То есть вот мое hard-use тестирование, как я это вижу, это не убийство ножа. Это реальные тяжелые нагрузки, но если этот нож заявлен как тактический ломик, он просто обязан все это выдержать. Да, он может разболтаться, он может сдать на некоторых этапах, но в конце он должен остаться одним целым, без поломок, без вот таких вот трещин на рукояти. И вот как раз в то время мы с моим другом Ильей поехали на рыцарский фестиваль в Иерусалим и болтали о том, о сём. И я ему рассказал об этой идее, поделился такой вот задумкой. И он прям так вот сразу говорит мне: знаешь что, если ты будешь проводить такие тесты, у меня есть нож, который я хочу дать тебе на такое тестирование. Ну, я так очень удивился. Почему-то я сразу подумал, что он хочет протестировать Cold Steel Voyager. Вот не знаю, я знаю, что это один из его любимых ножей. Вот. Но совершенно бы не подумал на этот складной штык Kel-Tec. И вот, когда прошло некоторое время, мы с ним опять встретились. Как раз у нас была такая распаковка 2 посылок. Ко мне пришел один ножик, который я потом, наверное, как-нибудь покажу. И пришел этот Kel-Tec. Ну, для меня этот нож был крайне необычен. Я даже не знал, что сказать. И тогда Илья рассказал мне, в принципе, что это за нож, как он позиционируется. И вот почему вот он сразу увидел именно его на hard-use тестировании. Значит, фирма Kel-Tec занимается изготовлением каких-то альтернативных форм для винтовок, автоматов, огнестрельного оружия различного. То есть они разными способами облегчают всю конструкцию, делают ее очень легкой такой и компактной, и при том, что там очень много всего навешано. Вот. И вот одна из их разработок, это вот этот нож. Они разработали его как складной штык-нож к винтовке. То есть это вот такая, скажем так, в кавычках, гражданская версия с вот таким вот непонятным навершием. А на штыке реально есть такое вот кольцо, которое цепляется на ствол. Ну, я так понял, что вот это навершие тоже закрепляется каким-то образом. Ну и теперь можете себе представить, какие нагрузки могут приходиться на штык.
какие боковые нагрузки там идут. То есть вот эти вот несчастные удары обухом, это просто детский лепет на лужайке по сравнению с тем, что происходит, когда штык, прикрепленный к винтовке, втыкается куда-то и выворачивается. То есть боковые нагрузки там будут вообще нереальные. И вот такие вещи, такие трещины, это просто недопустимая фигня. Я уверен, что эти уроды просто обязаны обменять этот нож по гарантии, потому что это просто не лезет ни в какие ворота. Ну вот так вот этот ножичек пришел, такие большие надежды на него возлагались, и вот так вот он провалил это тестирование, несмотря на то, что я опять же не отказываюсь от своих слов в том, что клинок отличный, просто на 100% отвечает своему предназначению, просто красавец, долбил, я не знаю, эту 0,8, вот эти вот дыры просто такие нереальные. 2 раза я пробивал нержавейку, 2 огромные дыры. Просто класс. Никаких замятий, ни выкрашиваний, ни затупления какого-то крутого, ничего. Клинок очень грамотный. Вот вся реализация общей конструкции, в частности рукоять, говно. К сожалению. К большому сожалению. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Спасибо моему другу Илье, что потратил немаленькие деньги. Этот нож стоит около $100. Ну, я очень уверен, что они обменяют его по гарантии. Пока. Бай-бай. Еще одна вещь, которую я заметил только сейчас, собираясь идти обратно домой. Я попытался сложить этот нож. И выяснилось, что ситуация с этим предохранителем такова, что на данный момент нож заклинен в закрытом положении и он не складывается. То есть начальная позиция этого предохранителя, вот когда нож был новым, он был тут, а в конце он заскакивал сюда. То теперь все это как-то сдвинулось вперед. Вот это начальное положение, вот это конечное. То есть оно даже выходит за рамки рукояти сейчас. Но в обоих положениях лайнер не может быть отогнут, только если разворотить вот эту рукоять еще раз вот так вот, чтобы она разлезлась в стороны, и тогда, возможно, можно будет сложить. Но вот так вот это то, что получилось. Все, пока, бай-бай.